Украина вернула из оккупации еще 4 украинских детей вместе с семьями. Их заставляли ходить в российскую школу, накрываться флагом РФ, иначе угрожали забрать у родителей. Сейчас семьи пересекли границу Украины, их ждет психологическое восстановление. Всего с оккупированной территории Украины удалось вернуть 204 ребенка. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Первая за 6 лет встреча лидеров крупнейших экономик мира России прилетела к Байдену в Сан-Франциско. Но что мы пытаемся сделать? Так это изменить наши отношения к лучшему. Удар по Селидово. Россияне продолжают освобождать жителей Донбасса от жилых домов. Есть погибшие и раненые. Сахал начал штурм на территории крупнейшей больницы в Газе. По данным военных, под ней находится крупнейший командный пункт ХАМАС. За последние 48 часов мы получили сообщение о смерти 20 пациентов. Друзья, для начала о наболевшем. Все просят лайки, я не буду исключением. Ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Впервые за 6 лет лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в США. Он примет участие в экономическом саммите АТС и встретится с Байденом в Сан-Франциско. Штаты надеются на смягчение напряженности в отношениях между странами. Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином поддержку Украины. Также в Белом доме считают, что Китай мог бы поспособствовать завершению войны. Вернуться в нормальное русло. Иметь возможность поднять трубку и поговорить друг с другом, когда возникает кризис. Возможность убедиться в том, что наши военные по-прежнему поддерживают связь друг с другом. Как я уже говорил, мы не пытаемся отделиться от Китая. Но что мы пытаемся сделать? Так это изменить наши отношения к лучшему. Ну а в РФ якобы совершенно равнодушны к встрече двух лидеров мировых сверхдержав. Это событие не стоит широко в российской повестке дня, сообщил рупор Кремля Песков. Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, поэтому это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех, поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу. Российские войска увеличили количество атак дронами «Камикадзе» и бьют по нескольким направлениям, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Контратакуют в районе Купянска и Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, Россия усилила атаки по всей линии фронта. По его мнению, это происходит потому, что Путин хочет дать народу хоть какие-то успехи перед тем, как объявить о своем участии в выборах президента. Дуже інтенсивні російські штурми, і особливо на Донеччині. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета. І він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання, саме там заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжній герой. Война России против Украины может продолжаться еще 5 лет, пишет издание The Economist. Причем ни Россия, ни Украина не готовы уступить, но и не способны выйти из тупика, пишет издание. Кроме того, ВСУ рискуют не получить до весны от союзников обещанный миллион боеприпасов. Европе просто не хватит мощностей, чтобы произвести такое количество снарядов. Дело в том, что последние 30 лет Европа и Соединенные Штаты, Европа, конечно, в большей мере, уничтожала свою оборонную промышленность. И я думаю, что избиратели не простили бы политикам, если бы 10-15 лет назад они вдруг начали выпускать боеприпасы. Эти боеприпасы никому не были нужны, поэтому то, что происходит последние 2 года, это действительно подвиг, я считаю, со стороны европейцев. Они начали возрождать то, что разрушали 30 лет.
И то, что сейчас происходит, чтобы было понятно, почему так тяжело наладить выпуск боеприпасов. Это не просто взять и из каких-то комплектующих готовых собрать снаряд. На самом деле это химические компоненты, это пороха, это определенные действительно редкие элементы, которые используются при производстве этих порохов. Сейчас огромный дефицит в мире на все эти компоненты. Речь идет, конечно же, и, собственно, о специалистах, инженеры, специалисты, которые могут производить боеприпасы. Это производственные мощности, которые 30 лет конверсировались, то есть там строились какие-то гражданские объекты, теперь нужно строить оружейные заводы. Россияне продолжают освобождать жителей Донбасса от нормальной жизни. Минувшей ночью ударили по жилому кварталу Селидово. Это Донецкая область. Разрушен подъезд 4-этажного жилого дома. Погибла женщина. Спасателям из-под завалов удалось достать мужчину и женщину, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. А из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться 3 людям, среди которых был и ребенок. Под завалами может находиться еще как минимум 1 человек. Армия России попала в многоквартирный жилой дом, в котором находились люди. От обрушения части здания получили телесные повреждения 82-летняя женщина и мужчина 56 лет. Из-под завалов извлекли тело его 85-летней матери. На месте работают спасатели, прокуроры и правоохранители. Под завалами домов могут находиться люди. Повреждены или полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение. Цахал начал штурм на территории крупнейшей больницы в Газе. В ходе операции военные Израиля используют медицинские бригады и специалистов, которые говорят на арабском языке, для того, чтобы не причинить вред гражданским. Сообщают также, что в больницу доставили инкубаторы, детское питание и медикаменты. Израиль ведет войну с Хамасом, а не с мирным населением Газы. В состав сил Цахала входят медицинские бригады, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку для работы в этой сложной и деликатной обстановке, чтобы не причинить вреда мирным жителям, которых Хамас использует в качестве живого щита. В последние недели Цахал неоднократно публично предупреждал, что дальнейшее использование Хамасом больницы Шифа в военных целях ставит под угрозу ее защищенный статус в соответствии с международным правом. Мы также предоставили достаточно времени, чтобы прекратить это незаконное использование больницы. Цахал также способствовал широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживает регулярный диалог с ее руководством. Израильская армия заявляет, что днем ранее передала властям сектора Газа ультиматум. Вооруженные формирования должны были в течение 12 часов покинуть больницу Аль-Шифа. Ультиматум выполнен не был. При этом в Минздраве сектора Газа утверждают, в больнице находятся исключительно мирные жители. ВОЗ говорят, что из-за боевых действий Аль-Шифа фактически перестала функционировать. Это привело к росту смертей среди пациентов. За последние 48 часов мы получили сообщение о смерти 20 пациентов. Цифры, которыми я располагаю, очень изменчивы, так что ситуация может быть гораздо хуже. Мы также знаем, что не хватает продовольствия, что персонал с трудом получает чистую воду, поскольку резервуары с водой были разрушены. Но они все равно делают все возможное, чтобы продолжать оказать медицинскую помощь отчаянно больным пациентам. Таким образом, мы по-прежнему называем Аль-Шифу действующей больницей благодаря героическим усилиям персонала. Израиль и США доказывают, что Хамас устроил под больницей подземный командный пункт. По данным арабских источников, по состоянию на раннее утро израильтяне вошли в 2 корпуса больницы, расположенных сразу у главного входа на территорию комплекса. Что там точно есть, естественно, точно до деталей должна знать разведка, или, по крайней мере, нужно надеяться, что она знает. Но, несомненно, это очень значимый объект.
И в течение многих лет именно под шифрой скрывалось руководство Хамаса во время тех или иных витков, по крайней мере, часть руководства Хамаса, а иногда целиком, во время тех или иных витков противостояния с Израилем, просто четко они понимали, воздушный удар по этому месту не будет нанесен. И это тоже было, знаете, уже так, как мем своего рода. Посмотрим, что происходит сейчас. Изначально армия говорила вроде бы об каких-то ограниченных действиях, но реальность покажет. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живей Беларусь!